Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня мы с вами поговорим о болгарке и о той проблеме, которая может случиться у каждого. Например, вам нужно что-то срочно отпилить, а вы идете, берете болгарку и видите вот такую картину. Оказывается, у вас стоит стертый диск, вы забыли купить новый. Поискав в закромах, вы нашли только такие же обрезки, с помощью которых не отпилить нужные вам детали. Именно для такого случая, когда закончились диски, а я забыл их приобрести заранее, у меня есть отличное решение, и сейчас я вам его покажу. Это так называемый вечный диск для болгарки. На самом деле ничего сверхъестественного в этом диске нет, он стоит копейки, и обычно мы их выбрасываем, когда они отслужили свой срок. Но я этого не делаю. Вот такой вот диск по бетону, алмазный так называемый. Им также можно без проблем пилить металл. Сейчас я вам это продемонстрирую. Сразу хочу заметить, что распил металла с помощью вот такого диска происходит за счет трения и нагрева металла друг об друга. Первым делом попробуем распилить арматуру. Вот такая вот арматура, довольно толстая, 12 мм. Теперь попробуем распилить вот такой вот не толстый металл. Как вы можете наблюдать, с диском вообще ничего не происходит. Так, следующий подопытный экземпляр, который мы будем распиливать, это профильная труба с толщиной стенки 2 мм. Минус этого способа в том, что остается большой заусенец. Так, теперь хочу попробовать вот такую вот трубку отпилить. Последним испытанием будет распил вот такого металлического уголка, а затем посмотрим состояние диска. Так, вот распилил, получается, арматуру, уголок, профтрубу, тонкостенный металл и трубку тонкостенную. Смотрим, что стало с диском. Вообще никаких изменений. Какой был, такой и остался. Это говорит о том, что диск практически вечный. Его вам хватит, наверное, на всю жизнь, если вы будете пилить вот так вот несколько отрезков какого-то там металла в момент, когда у вас закончились абразивные диски. Теперь хочу поговорить о плюсах и минусах вот такого вот распила. Плюс, как вы уже догадались, это его долговечность. Он всегда у вас под рукой. В момент того, когда у вас кончились абразивные диски, вы можете без проблем воспользоваться им, поставить и распилить. Даже стоимость нового такого диска не превышает 150 рублей по 125 диаметру. Ну а если он у вас уже отработан, получается, что его себестоимость равна нулю. Теперь, что касается минусов данного распила. Минус первый. Большая нагрузка на болгарку, так как происходит не разрез металла, а его стирание за счет трения двух металлических объектов. Это самый главный минус. Второй минус. Остается большой заусенец. Как вы можете наблюдать, я вам уже демонстрировал это. И третий минус. Более медленный процесс самого распила, в отличие от абразивного диска. Подведем итоги. Пользоваться данным диском можно и нужно, если вам достаточно распилить уголок, профтрубу, либо арматуру, сделать несколько распилов. Тогда метод вполне рабочий, берите его на заметку и пользуйтесь. Но если же вы хотите работать им постоянно, то пользуйтесь абразивными дисками. Кстати, сейчас, пока вам рассказывал, вспомнил еще один плюс данного способа распила. Нет абразивной пыли, если вы пилите внутри помещения, и воздух довольно чистый, можно работать без респиратора, в отличие от вот таких вот абразивных дисков. Ты тоже делаешь вот так. Это неправильно. И сейчас я тебе покажу и расскажу, почему так делать не нужно. Поехали! У меня, как и у многих из вас, постоянно остаются вот такие лепестковые зачистные диски, которые я раньше выбрасывал. Теперь я вам хочу показать простейший полезный совет или лайфхак, как это сейчас принято говорить, почему нельзя их выбрасывать. Сразу хочу сказать, что я не буду переклеивать вот эти наждачные напайки. Это идиотизм, я считаю. Некоторые вырезают из наждачной бумаги, наклеивают. Во-первых, это занимает очень много времени. Понятно, если человек на пенсии, ему заняться нечем. Он может сидеть, вырезать, клеить, восстанавливать эти диски. В этом видео речь пойдет совсем о другом. Показываю, что нужно сделать. В первую очередь нам понадобится вот такой вот строительный фен. Я думаю, сейчас каждый уважающий себя мастер имеет такой в мастерской. Тем более стоит он практически копейки. Свой я брал за 800 рублей в магазине, если не ошибаюсь, Leroy Merlin. Теперь, как и в случае с теми людьми, которые наклеивают новые наждачные лепестки, еще раз замечу, это не тот случай. Нужно удалить старые наждачные лепестки при помощи вот этого вот строительного фена. Нагреваем и удаляем.
Вот и все, друзья. Вот такой вот бывший лепестковый диск у нас должен получиться. После того, как сняли наждачку и одели диск на болгарку, нужно снять клеевой слой. Для этого берем обычный наждачный камень, включаем болгарку. После того, как клеевой слой полностью снят, у нас получился с вами вот такой вот абразивный зачистной диск для болгарки. Сейчас я продемонстрирую, как он работает. Как вы можете заметить, отлично отшлифованный сварочный шов, к тому же шлифуется металл, без проблем удаляя ржавчину, и сам диск практически не стерся, как вы можете это заметить. Вещь получилась довольно износостойкая и бесплатная, так как мы привыкли их выбрасывать. Так что, народ, потратив всего лишь 5 минут времени, чтобы удалить вот эти вот наждачные наклеечки, лепестки, мы получаем вот такой вот износостойкий зачистной диск для болгарки, бесплатный. Как вам такая идея? Мне она очень понравилась, я взял ее на вооружение и пользуюсь этим способом уже довольно давно. Ну и в заключение хочу сказать, кому понравилась данная идея, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и по возможности нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего нового интересного видео. Всем пока-пока.